Всем привет! Сегодня будем готовить здоровенную белугу весом в 32 килограмма. Ее было очень сложно достать, сейчас все расскажу. Поехали! В общем, белуга это очень редкая рыба, у которой, кстати, самая дорогая черная икра. И просто в магазине ее не купить, так как в дикой природе вылавливать ее нельзя. Но через знакомых мы нашли осетровую ферму, на которой разводят таких рыбин для получения черной икры. Они-то и продали нам вот этого здоровенного монстра. Весит рыба 32 килограмма и в силу своей редкости стоит крайне дорого – 19 тысяч гривен или 50 тысяч рублей. Кстати, внутри она до сих пор немного подморожена, поэтому откладываем пока рыбину и быстро отправляемся в магазин. Мы купили 4 упаковки лука, целую коробку желтых болгарских перцев, довольно много лимонов и апельсины, приправы для рыбы и еще несколько специй. И самое главное это лед. Уже вторая половина дня и мы никак не успеем приготовить рыбу. Поэтому берем весь лед, который есть в магазине, и отправляемся на кассу. Чек у нас вышел на 1700 гривен. В рублях это 4500. Возвращаемся домой и опять займемся рыбой. Жабры и внутренности портятся раньше всего, поэтому от них нужно избавиться. Переворачиваем рыбу на бок. И начиная снизу разрезаем брюхо ножом. Открываем и начинаем все вытягивать, местами подрезая. Большую часть мы выкидываем, но есть еще печень. Она более чем съедобная, ее можно готовить. А также молоки, их можно засаливать. Откладываем. Все, белуга потрошенная и чистая внутри. Переходим к жабрам. Не хотелось бы тупить ножи, поэтому воспользуемся садовыми ножницами. Но даже они не справились. Поэтому будем использовать большой секатор. Когда рыба наконец-то чистая и без жабр, можно оставлять ее на сохранение. Один пакет со льдом высыпаем в ванну. Выкладываем ровным слоем. На него выкладываем белугу. И оставшимся льдом забрасываем сверху. Пока не закроем ее полностью. Остается добавить пару слоев фольги. И она будет спокойно храниться минимум 1,5 дня. На следующее утро мы решили заняться овощами. Открываем пачки лука. Берем луковицу и разрезаем ее пополам. Затем срезаем хвостики, снимаем шелуху. А лук нарезаем полукольцами. Когда все готово, сбрасываем его в тазик. Следующее это болгарские перцы. Освобождаем их из пакетов. Перцы выглядят чистыми, но их все равно нужно помыть. Забрасываем в тазик с водой и промываем руками. Готово. Нарезаем перцы очень просто. Срезаем хвостик, чтобы он был устойчивым. И обрезаем по бокам мякоть. Получается у нас целый тазик овощей. Пока солить и добавлять специи не нужно. Мы все это будем готовить в огромной печке. Она очень долго разогревается, поэтому включим ее уже сейчас. Пусть набирает температуру. Для рыбы нужна обмазка. Она будет на основе масла. Поэтому открываем большое количество сливочного масла и сбрасываем в тазик. Оно должно быть супер мягким. Теперь нужны специи. Открываем смесь перцев и высыпаем в ступку. Туда же и немного белого перца. В ступке все это измельчаем. Получается вот такой крупный помол. Высыпаем весь этот перец к маслу. Также открываем имбирь и добавляем буквально чуть-чуть. Какие-нибудь приправы для рыбы.
Высыпаем пачек 5. И сушеный тимьян, его можно вообще не жалеть. Остается добавить только соль. Много соли. Задача сделать так, чтобы масло было прям пересоленным. Тогда для рыбы будет в самый раз. И все это масло хорошо перемешиваем. В принципе, можно переходить к нашей белуге. Все отлично, за полдня и ночь лед растаял только наполовину. Все это разгребаем. И достаем рыбину. Сейчас из нее нужно удалить визигу. Это костный мозг, который у нее внутри позвоночника. И он очень похож на сухожилие. При нагревании он очень сильно стянет нашу рыбу. Поэтому изнутри с помощью ножа нужно перебить хребет ближе к голове. А возле хвоста мясо обрезаем по кругу, пока не дойдем до позвоночника. Его мы ломаем. Теперь просто тянем за хвост и вытягиваем визигу. Для удобства можно намотать на руку. Посмотрите, какая она длинная. И внутри нее какая-то жидкость. Хвост пойдет на уху. Неплохо было бы наколоть нашу рыбу каким-нибудь маринадом. Для этого мы и купили апельсины и лимоны. Катаем апельсин по столу. Разрезаем пополам. И выдавливаем сок в миску через сито. С лимонами примерно то же самое. Все косточки остаются в сите, их убираем. Берем обычные шприцы из аптеки и набираем в них маринад. Теперь со всех сторон накалываем им нашу белугу. В принципе, из продуктов больше ничего не нужно. Остается второй этап – продумать, как ее запекать. Из железного листа и профилей батя сварил вот такую конструкцию. К ней привариваем возвышенность. К возвышенности болт. Накручиваем гайку. Пару больших шайб и еще одну гайку. Закрепим по краям сваркой. Теперь эти шайбы будут вращаться и выполнять функцию колес. Платформа для рыбы готова. Мы решили готовить белугу в глине. Для этого заказали 4 брикета по 30 кг гончарной глины. Открываем ее. И ломаем небольшими кусками в тазик. Такая глина вполне стерильная. И на ощупь очень приятный материал. Вливаем воду. И разминаем теперь все это руками. Такие объемы месить очень трудно, у нас ушло 1,5 часа. Выкладываем нижний слой на поверхность. Кулаками все это распределяем. И мокрыми руками заглаживаем. Получается вот так. Следующий слой – это солома. Она задержит часть влаги, выделяющуюся из рыбы. Поверх идут наши овощи, но не все, а половина. Во вторую мы перекладываем часть нашего мощного и ароматного масла. Хорошо все перемешиваем. И наполняем рыбу. Переносим ее и переворачиваем ровно по центру. Бумажными полотенцами хорошо протираем рыбу, чтобы она была максимально сухой. И начинаем намазывать оставшимся маслом. Поджимаем по бокам овощи поближе к рыбе. И с помощью шпателя формируем как бы ванночку из глины. Остальные брикеты с помощью проволоки разрезаем на листы.
и выкладываем сверху прямо на рыбу. Получается очень толстый слой. Стыки между листами замазываем пальцами. И все это выравниваем. К вечеру печка полностью прогрелась и спокойно держит 200 градусов. Открываем ее и забрасываем нашу белугу в печку. Все, теперь остается только ждать. По подсчетам примерно часов 12. Дело в том, что сначала должен просохнуть купол из глины, а уже потом начнет готовиться рыба. Во время съемки таких масштабных видео мы постоянно бегаем на кухню за ножами и остальными предметами. И чтоб все успеть, зачастую даже не разбываемся. Поэтому к вечеру пол выглядит примерно вот так. Как вы думаете, кому приходится все это убирать? Ему. Это робот-пылесос от фирмы iLife. Просто нажимаем кнопку, и он сам все убирает. Вам ничего делать больше не нужно. Штука очень полезная, используется нами после каждой съемки на кухне. Советую приобрести. Но перед этим лучше загляните в e-каталог. Почитайте описание, отзывы, посмотрите обзоры и сравните цены в разных магазинах. Дело в том, что в одном магазине он стоит почти 7000, а в другом 4300, вот и вся разница. Покупайте вещи с умом, ссылка на e-каталог в описании. Ночью в некоторых местах потрескалась глина, и из нее начали вытекать соки. Мы подставили гастроемкости, чтобы не замазать печку. Вытаскиваем всю нашу конструкцию. Сначала мы решили открыть ее с помощью болгарки, но она слишком сильно пылит. Поэтому дальше мы раскалывали глину с помощью зубила и молотка. Снимаем слой за слоем. Осколки глины и присохшие специи мы убираем с рыбы. Пока рыба не станет чистой. Для того, чтобы у нашей белуги появилась корочка, нужно сделать намазку из меда, соевого соуса и масла. Берем сотейник и отправляем в него столовую ложку меда, немного соевого соуса и побольше масла. Врубаем газовую плиту и ставим сотейник. Ждем, пока мед растает, и готово. Смазываем всю нашу белугу. Берем горелку, поджигаем и задаем рыбе корочку. Это старинный рецепт, поэтому подача должна соответствовать. Обкладываем ее соломой по кругу. Наша белуга полностью готова. Мы потратили целых 2 дня на ее приготовление. Посмотрим, что получилось. Надрезаем кожицу и отрываем. И сразу видно, что рыба просто супер сочная. Сок с нее прямо стекает. Я сразу же попробовал и могу с уверенностью сказать, что это самая вкусная рыба, которую когда-либо ел. Она хорошо просолилась, пахнет травами, и просто сам вкус рыбы нереально классный. А овощи можно есть просто как отдельное блюдо, вот настолько это вкусно. Рыба вообще не костлявая, а те кости, которые есть, похожи больше на хрящи. А теперь давайте посчитаем, во сколько все это обошлось. 19 тысяч гривен белуга, продукты 1700, глина 1000 гривен и еще 1500 на металл для конструкции. Итого 23 200 гривен, в рублях это 62 тысячи. И по-моему это видео получилось самым дорогим на канале. В общем, если хотите продолжение рубрики с большой едой, то просто ставьте лайки. 300 тысяч лайков и мы продолжаем эту рубрику. Пишите в комментариях, что еще приготовить, а также подписывайтесь на канал и инстаграм. Всем пока! To work, then I was on the verge looking back. We had all the
and